Пусть наш городок и маленький, но именно здесь живет одна из главных звезд всей страны. Я подписана на него во всех соцсетях, и недавно он тоже на меня подписался. Мы постоянно сталкиваемся с ним в магазине. То-то, к сожалению, однолюб, поэтому у меня уже нет никаких шансов. Его любимое времяпрепровождение — это плавать в озере. Оно и не мудрено, он же лебедь. Добро пожаловать в Венгрию. Мы на озере Балатон. Это жизнь других. Мы приехали на озеро Балатон. Но это туристы говорят на него озеро, а местные часто называют это место морем. А так как нам интересны именно местные, то сегодня мы узнаем, как им живется на этом морском побережье. И сколько вообще нужно бокалов местного вина, чтобы не мелочиться и называть Балатон океаном. Озеро Балатон находится в западной части Венгрии и является самым популярным курортом страны. Возможно, потому что у Венгрии нет выхода к морю, а может потому, что Балатон и действительно не хуже любого лазурного побережья. Сегодня мы с этим разберемся. Но спрашивать будем не у туристов, а у людей, которые здесь живут и работают. Вот, например, у таких как шеф-повар Ёжев, который во втором выпуске приготовит нам традиционное местное блюдо. Никогда не угадаете, какое. Нет, эта птица никак не связана с блюдом. Этот лебедь – лучший друг Габора, которого можно назвать продюсером, ведь он создал настоящую звезду соцсетей. С ней мы еще увидимся. А еще поговорим с Томашем, который ведет самую что ни на есть типичную жизнь для местного. Местного из 16 века. Но для начала давайте разберемся, ради чего же в первую очередь миллионы туристов приезжают на озеро. А приезжают они ради здоровья, которое тут буквально из-под земли фонтаном бьет. Дело в том, что вокруг Балатона десятки, а может и сотни термальных источников. И вокруг источников выросли сотни городков и поселков, где и останавливаются туристы. Я тоже приехала в один из таких городков под названием Хевис. В Хевис каждый день приезжает на работу 6 тысяч человек, а это в 1,5 раза больше, чем все население города. Представляете? Плюс к тому, в высокий сезон в наш маленький городок приезжает 20-30 тысяч туристов в день. За год эта цифра достигает примерно 1,5 миллиона. Но мы стремимся к тому, чтобы стало 2 миллиона. Здесь, в городке, который в любом другом месте считался бы глубокой провинцией, без единой гостиницы, есть 22 отеля, в которых можно круглый год найти отдых на любой вкус. Если вы хотите потанцевать, повеселиться не только в термах, но и в городе, то лучше сюда приезжать летом, а зимой на праздники. Это и вам так, для информации. 90% местного населения занято в туризме или смежных отраслях. И примерно такая же цифра будет в любом другом поселении около Балатона. Если вы хоть на секунду усомнились, куда я пойду дальше, то будьте уверены, конечно, туда, где каждый день сходятся пути и местных жителей, и туристов. Что же это за место? О, интрига, фанфары, барабанная дробь. Ну, конечно же, отель. Начинается здесь все с самого важного – с воды.
горячей воды. Жемчужина, так сказать, всего этого мероприятия, что вода плюс 32. Ой, прям подогретая такая, нырнула, но свитер дорогой, что жалко. Практически каждый отель на Балатоне предлагает оздоровление в термальном источнике. Это, так сказать, главная фишка региона. Тут вы не просто номер в гостинице снимаете. Каждая гостиница – это фактически санаторий, где есть свои врачи, косметологи, диетологи и десятки оздоровительных процедур. Я, наконец, пришла в отель, куда приезжают все, миллионы туристов сюда приезжают, но очень много. Сейчас же и проверим тут, что тут делают. Говорят, тут столько процедур. Заходишь старая, выходишь молодая. Заходишь больная, выходишь здоровая. Все, что мне нужно. Сейчас все узнаем. Большинство отелей вокруг Балатона – это, конечно, не просто отели, а в первую очередь санатории. К примеру, наш предлагает десятки водных процедур, лечебные массажи и спа. Конечно, у нас есть свой медицинский персонал, который во всем этом помогает гостям. Так, ну давайте по порядку. А у меня при заселении в отель свой порядок и своя программа, которая начинается с кофе. И только попробуйте сказать, что это не восстановительная процедура. Такой симпатичный бар. Хороший кофе. И видите, сзади меня люди сидят. Вот они здесь все время по территории отеля ходят в своих халатах белых, которые есть в номерах. Ну, потому что они все время ходят по всяким процедурам. Вот видите, я такая, а они... Следующее по плану заселиться в номер и посмотреть, в каких именно условиях я буду отдыхать и оздоравливаться. Ну, я-то буду работать, а гости будут отдыхать и оздоравливаться. Итак, вот это стандартный номер. Небольшой, достаточно уютный. Хочу сказать, что многие подумают, что самое главное в таких гостиницах – это халаты, потому что именно в них люди ходят по гостинице. Специальные полотенца, чтобы брать с собой в сауну, но я вам скажу, что самое главное, что тут есть кофемашинка. Максимальная цена номера в высокий сезон – 50 тысяч форинтов в день, в низкий сезон – 38 тысяч. В эту цену входит проживание, питание и, конечно же, лечебные процедуры. Так, ну все, пришли в самое главное место, в бассейн. Идем. Я, конечно, одета правильно, именно как для бассейна, но сейчас переоденусь. Ой, вот так вот всегда, понимаешь, люди отдыхают, а я работаю. О, здравствуйте, вы тут работаете, да? Да. Ну вот вы тоже, видите, не плаваете, как я. Давно тут работаете? Уже 3 года. 3 года? Скажи мне, все равно, сюда же вот приезжают, я очень смотрю, много пенсионеров, больных людей, да? Вот ты, то есть вот что ты делаешь? Вот в чем заключается конкретно твоя работа? Вот как раз этим пожилым людям и помогать. Встретить гостей, помочь разобраться, кому надо спуститься в воду, кому надо выйти из нее. Или, если, не дай бог, что-то случится, то прийти на помощь и прыгнуть в воду. Здесь работает много врачей, которые помогают людям со здоровьем. Но есть и такие, как я, которые буквально спасают посетителям жизнь. Так что в мою смену в бассейне никто не утонет. А сам-то ты за 3 года сколько раз плавал в бассейне и на процедурах был? Вообще я очень много занимаюсь, но конкретно здесь не плавал ни разу. Представляешь, вот, вы говорите, Жанка, ты путешествуешь, ты отдыхаешь. Вот, такой же человек, как и я, понимаешь, работает вообще в бассейне, возле сауны практически. Тут источники термальные, а он за 3 года ни разу тут не отдыхал, потому что он все время работает. Вот так же и я. Я много плаваю и в целом занимаюсь водными видами спорта. Ведь моя задача быть спасателем, и для этого я защищал нормативы. Кроме того, я люблю и термы. Когда-то я попал в серьезное ДТП на мотоцикле, и тогда именно термальные источники очень помогли восстановиться после травм.
Слушай, мне еще сказали, что у вас тут сауны голые. Люди должны раздеваться полностью. Это правда? Есть такие, куда идут голые, а есть такие, куда можно в купальниках. Но я хочу сказать, что я заглянула, и в голой сауне вообще нет места. Она более популярна? Да, так как от купальников не идет испарение хлорки после бассейна. Поэтому голая считается более полезной, что ли. Ну что ж, если полезное и популярное, значит, надо идти. На это вы увидите уже в новом шоу Жанны Бадоевой «Голая жизнь других». Смотрите после полуночи. Watch me go down to the floor. For you, I drop real low. Watch me go down to the floor. I trap, 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 trap. Так, а теперь серьезно. В отель мы с вами еще вернемся и увидим лечебные процедуры, которые многие из вас еще никогда не видели. Если планируете поездку в Венгрию, рекомендую вам компанию «Тысячи дорог» Travel International. Это ведущий туроператор Венгрии, который предлагает экскурсионные программы, медицинский, деловой и VIP-туризм здесь, в Венгрии, и в соседних странах. У компании собственные отели в Будапеште и на термальных курортах. Свой большой автопарк, контакты с ведущими гостиничными сетями, выгодные предложения и конкурентоспособные цены. В общем, эти ребята знают, как организовать качественный отдых. Ссылки в описании. Но мне вот интересно, пока взрослые местные работают ради восстановления здоровья туристов, что в это время делают их дети? Конечно же, идут в школу, детский сад или ясли. Причем выбора у них особо нет, ведь детский сад у нас обязательный для всех детей, начиная с 3 лет. Детский сад здесь, как и в любом уважающем себя детсаду, начинается с детской площадки. Качели, карусели, старые телефоны, большая площадка, безопасно, чисто, тихо, все за забором. Ну, красота, а? И самое интересное, что в этот детский сад ходят дети со всего города. То есть получается, весь город ходит в детский сад один, потом весь город ходит в одну школу, и получается, ты когда вырастаешь и живешь в этом городе, знаешь весь город. По закону мы обязаны принимать абсолютно всех детей, которые живут в этом городе. Поэтому у нас нет никаких очередей и предварительной записи. Просто все дети у нас. Сейчас в сад ходит 102 ребенка. Вот тут кухня, моют посуду. Я так понимаю, сейчас готовится обед. Видишь, уже все поставили, уже вода у детей. Тут вторая часть кухни. Это я вам показываю просто детский сад. Питание у детей трехразовое. Завтрак, обед и полдник. Но готовят еду не здесь. Здесь ее только разогревают. Кухня же находится вообще не на территории сада. Унитаз за шторкой. Так, это спектакль. Я так понимаю, вот это игровая. Здесь вот они играют. О, так здорово, посмотри. Ой, мне кажется, я могу заканчивать программу. Ой, какая красота. Тут домик, всякие куклы. Посмотри. Классно. В саду мы с детьми играем, занимаемся развивающими занятиями и обязательно читаем им много сказок. Ведь научно доказано, что дети, которые слушали сказки в дошкольном возрасте, гораздо быстрее развиваются. Тут они едят. Достаточно такие просторные, большие группы. Яблочный детский лимонад. А вы что подумали? А вот тут спрятаны, правильно вы подумали, спальные карематы. Они их достают, раскладывают у себя в комнатах и спят на них. Шторкой закрыли. У них, видишь, как бы театральное представление. Унитаз за шторкой, спят за шторкой, на окнах шторки. Привет! Смотри, потерялся. Тебе куда надо идти? Вот так вот смотрят на меня дети, вот так вот. Кто ты? Что ты? Зачем ты ходишь к нам? Посещение детского сада у нас абсолютно бесплатное. Дети к нам приходят к 8 утра и остаются до 5 вечера.
Еще, как мне рассказали, местные родители при поступлении в сад обязательно должны принести с собой сменную обувь для ребенка, а также резиновые сапоги для улицы и дождевичок. Мы стараемся выводить детей на улицу как можно чаще. Ведь они, когда дома, то сильно любят сидеть в гаджетах. Сейчас, пожалуй, даже самое распространенное родительское наказание – это запрет играть на телефоне или планшете. Кстати, вот вам на эту тему интересная штука, уходящая корнями в местную историю. Узнала я о ней позже, но рассказать уместнее именно сейчас. А сейчас, пожалуйста, позовите к экранам всех своих детей. Все? Все дети готовы? Итак, слушайте. Давным-давно непослушных детей, которым говоришь раз, два, три, не понимают, сажали вот в такие клетки, вот так вот закрывали их, выносили на рынок, и все в них тыкали пальцем и смеялись. А дети так сидели в клетке и плакали, и им было стыдно, ну, наверное. Вот я вот так сижу, ой, класс, выносите меня, я буду иметь минуту позора и буду отдыхать. Очень даже неплохо. Но если раньше такие испытания доставались исключительно тем, кто неподобающе себя вел, то сейчас ради пыток сюда буквально приезжают со всей страны, да еще и деньги за это платят. Шучу. На самом деле я опять вернулась в отель изучать местное оздоровление. Несмотря на то, что выглядит это так, будто сейчас в комнате появится испанская инквизиция, данная процедура лечебная. Честно говоря, конечно, выглядит немножечко как похоже на пытки. Но на самом деле это очень классная процедура. Вытягивают позвоночник. Тебе груз к ногам приматывают и потом фиксируют шею. И ты вот за счет этого, что висишь на шее, вытягивается твой позвоночник. Я бы сама очень хотела, но нужно сначала пойти к врачу, чтобы врач назначил эту процедуру. Ну, как ваши ощущения? Прекрасно. Я чувствую, как спина выравнивается. Ну, не больно? Нет, наоборот, боль уходит. То есть у вас до этого болела спина? Да, у меня много проблем с позвоночником. Сколько так надо висеть? 15 минут за сеанс. Любые целебные процедуры назначаются врачом. Чаще всего к нам приезжают уже с готовыми направлениями, а наши врачи просто присматривают и контролируют процесс. Но если нет противопоказаний, то могут и на месте что-то новое назначить. Словом, хоть вас подвешивают за шею, хоть измазывают грязью с ног до головы, будьте уверены, это делает квалифицированный специалист, который учился людей грязью вымазывать. На Балатон я приехала работать, но это ведь курортная зона. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, я решила остановиться в отеле «Карбона», где есть прекрасный термальный комплекс с собственным источником. А еще финская сауна, арома-сауна, душ впечатлений, соляная комната и многое другое для оздоровительного отдыха. Ссылка в описании. Здрасте. Это все вот эта женщина, которая хочет быть здоровой и красивой. В общем, это грязевое обертывание. Это для суставов, для кожи, для мышц. Это шикарная процедура. И, конечно, у вас сейчас возник вопрос. Жан, отчего ты ничего не делаешь? У меня он тоже возник. И сейчас я его задам своему режиссеру. По какой причине на этом месте не нахожусь я? Вам хорошо? Да, очень приятно. Конечно, конечно, хорошо. Надо сказать, что от графика процедур отдыхающих напрямую зависит и городская жизнь. Ведь если вы выйдете гулять просто посреди дня, то увидите вот такую картину. Видите, ни одного человека, только я и оператор. Даже эхо. То есть местные на работе, а туристы все на процедурах. Поэтому гуляй, веселись, делай, что хочешь. Но если выбраться в город в базарный день, то вы убедитесь, что жизнь в городе есть. И держится она опять же на туристах. Я пришла на рынок. И вот с самого начала, конечно, тут все, видите, такое
туристическая. Вот тут ходят одни туристы, приехали и пошли на рынок посмотреть. Видите, всякие такие штучки. О, хопа. Сразу интересно туристу кажется. Но меня интересуют продукты, цены на продукты. Поэтому мы сейчас идем посмотрим. Хотя вот это тоже меня интересует. Ой, как пахнет приятно. Пусть вас не смущает, что на рынке много сувениров. На самом деле местные тоже ходят за покупками именно сюда. Ведь рынок у нас на весь город в любом случае один-единственный. То есть это что за колбаска? Оленина. Оленина? Дичь, так сказать. А теперь дичь, как говорится. Угу. Очень вкусная. Это вы сами делаете такое? Да, это наш рецепт. Конкретно это с острым перцем. С острым перцем из оленины. А сколько стоит такая колбаса? Палка примерно евро 15. Одна штучка 15 евро. На, попробуй. Я знаю, что ты любишь колбасу. Один поход на рынок мне обходится где-то до 40 тысяч форинтов. Но это если по максимуму закупиться на неделю только на меня одну. Чтобы вам было понятнее, дорого ли это для местных, я вам скажу, что средняя зарплата здесь чуть больше 1000 евро в месяц, а самая минимальная почти 500 евро. В таком случае, по-моему, можно жить и не экономить на колбасе. Ну вот, купила мужу подарок за 20 евро. Теперь он будет и есть, и молчать, и будет доволен. А чем не радость для него? Я просто так себе не очень люблю, а ему хорошо. Пойду себе что-то куплю. Кстати, как вы думаете, легко ли подстрелить дичь в здешних лесах? И я вам отвечу, что для местных стрелять – это излюбленный вид спорта. Ну, ладно, не совсем из пушки. Новая сцена. Жанка натягивает тетиву. Go! На первый взгляд может показаться, что это опять какой-то аттракцион для туристов. Но поверьте, конкретно этим делом здесь увлекаются в первую очередь местные. У нас очень любят стрелять из лука. Есть любительские соревнования, есть профессиональные. Из Венгрии есть даже чемпионы мира по этому спорту. Мне сказали, что я сейчас приеду, и тут будет какой-то популярный местный вид спорта. Я приезжаю, а тут средневековье. Что происходит? 21 век. Ну, во-первых, это дань нашей истории. Так сказать, традиционная забава. А во-вторых, это просто интересно и весело. Как и любой другой вид спорта, это просто соревнования, которые любят и взрослые, и дети. А ты в футбол любишь играть? Да, но стрелять люблю больше. У меня здесь тренировки 3 раза в неделю. А в футбол так, иногда бегаю. Так, ну покажи мне, как ты тогда стреляешь. Это легко? Ну, смотря в кого стрелять. А сколько ты учился? О, попал! Сколько ты учился? Я уже 3 года занимаюсь. А я смогу с первого раза попасть? Думаю, да. Давай. Теперь я понимаю, почему тут все занимаются национальным спортом луком. Я бы тоже так занималась. Я тебе хочу сказать, что в теннис сложнее мне было попасть. А, нет, не в теннис, а вот это, как называется? В гольф мне было сложнее попасть. На. Настрелявшись, я хотела было возвращаться из Средневековья в гостиницу и заодно посмотреть городской автобус. Но не тут-то было, а точнее не было. Городского транспорта у нас не существует. Города здесь настолько маленькие, что это просто не имеет смысла. Короче, если надо ехать, то либо такси, либо велосипед, либо на своих двоих. А автобусы – это только если надо в соседний город или поселок. Между городами у нас еще ходят электропоезда. Цена проезда на автобусе 450 форинтов за 5 километров. Такси 400 форинтов за 1 километр. Но, к примеру, у большого бассейна есть свой автобус, который сам забирает детей, которые там занимаются, а потом развозит их по домам. Графики при этом тут довольно точные. Как говорят местные, 2 минуты – это уже серьезное опоздание. Есть еще общий проездной на все виды транспорта, который стоит 18 900 форинтов.
И ты целый месяц за эти деньги ездишь куда хочешь по всей Венгрии. Представляете, вот туда, 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 на поезде, на автобусе, на трамвае, на чем хочешь. А пенсионерам бесплатно. Красота! Еще интересной особенностью в местной жизни, которую я заметила, является то, что местные очень часто работают семьями. Даже если это не семейный бизнес, они все равно очень часто работают рядом. В одном и том же месте запросто может трудиться муж, жена и даже дети, или кто-то из родителей супругов. Ну, вы поняли. Как вы уже знаете, я работаю здесь, возле бассейна. А моя жена в этой же гостинице трудится в косметологическом кабинете. Поэтому мы и на работу едем вместе, и с работы. Да и обедаем тоже вместе. Да, это очень распространенная история у нас. Так как вокруг озера самые популярные профессии связаны с туризмом, проще говоря, работа в отеле. Поэтому у нас часто бывает, что в одной гостинице работает целое семейство. Так сказать, всю жизнь вместе. И дома, и на работе. Работать с мужем, господи, я бы с ума сошла. Но местные выглядят совершенно уравновешенными. Я бы даже сказала, счастливыми. Вот девушка сидит себе в кабинете, делает процедуру, а муж буквально через стенку смотрит за бассейном. А что вы делаете? Делаю обработку кожи ультразвуком. Какой курс нужно пройти, чтобы вот был эффект? Эффект заметен уже после первого приема. Кожа становится гораздо лучше. Как вы уже наверняка догадались, я снова в своей гостинице и снова пристаю к людям, которые делают процедуру. Уже новую процедуру. Косметическую. Так, ну это дорого вообще? Да, это недешево. Один прием стоит 47 тысяч форинтов. А мужчины к вам ходят? Да, причем в последнее время захаживают все чаще и чаще. И что мужчины желают чаще всего? Массаж лица в первую очередь. Вот только если мужчина бородатый, то перед этим надо побриться. Отправлю к вам мужа, никогда не видела его без бороды. Вот насмеюсь, когда вернется. Но если вы думаете, что на этом количество процедур здесь закончилось, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле, пока закончились только мои силы, чтобы вам их показывать. Слушай, прямо устала. И уже и на втором этаже, и на четвертом уже, и на лифте, и по лестнице. Ой, все остальное покажу в следующей серии. А теперь я попробую поставить себя на место местного жителя, который весь день делал процедуры отдыхающим, принимал гостей в отеле, ну или продавал на рынке колбасу. И вот он возвращается с работы в свой дом или квартиру, которая выглядит... О, а кстати, как же она выглядит? Вот я хочу вам показать типичную квартиру, которую достаточно часто люди ищут для того, чтобы снять в аренду. 77 квадратных метров, полностью с мебелью, с техникой, с вазочкой, вот с этими штуками. Вот вы понимаете, тут все есть: холодильник, кофемашинка, половник, посудомойка, там спальня, то есть стиральная машина, то есть полный комплект. Я буквально на днях сдал двухкомнатную квартиру на 70 квадратных метров за 240 тысяч. Но можно здесь найти и дешевле, где-то от 150 тысяч форинтов в месяц. Но только имейте в виду, коммунальные услуги всегда отдельно. Это 30-35 тысяч в месяц. И что особенно прекрасно, здесь при аренде недвижимости вам не надо собирать тонну бумажек, приносить справки с работы и показывать все банковские счета 13 предыдущих поколений вашего рода. Тут достаточно только иметь паспорт и найти юриста. Вот видите, такая уютная спальня полностью. То есть тут все есть, шторы есть, сердце плетеное есть. Стоит 250 тысяч форинтов. Ну, и что вам не нравится? Приезжайте и живете. На второй этаж иди, зайди, покажи людям. Очень уютная и хорошая квартира. Если покупать двухэтажный дом с двором, как здесь любят, то это обойдется примерно в 160 миллионов форинтов. А вообще разброс цен от 700 тысяч до 1,5 миллиона за квадрат. Цена, как правило, зависит от того, где дом расположен. Если высоко и с видом на озеро, то это самая высокая цена. Но
Но я вам скажу, какие бы цены и виды не были, есть здесь места, в которых жить просто бесценно. Привет, меня зовут Томаш, и я капитан крепости 13 века. Каждое утро мое начинается с того, что я опускаю крепостные ворота. Но сейчас это делается не для того, чтобы торговцы могли привезти китовый жир или принять посла из соседнего графства, а чтобы просто пустить туристов внутрь. Вокруг озера Балатон довольно много средневековых крепостей и замков. Но сейчас, само собой, они защищают исключительно историческое наследие. А уж никак не местный народ от набегов янычар. Но вот дань с приезжих, само собой, здесь собирает. Конечно, добровольно продавая сувениры, еду и развлечения. Что такое начальник компании, я понимаю. Что делает начальник ЖЭКа, я тоже могу догадаться. Но что делает смотритель крепости в 21 веке? Это такая профессия. Я не понимаю. Второе, что я делаю каждое утро, это стреляю из пушки. Такой себе средневековый будильник. Такой профессии, как у меня, в университетах не учат. Поэтому я просто стараюсь все повторять, как это было много веков назад. Итак, далее обязательно проверить, как чувствуют себя гуси. Ведь гуси играли очень важную роль в жизни любого замка. Потом обойти все помещения и, конечно же, проверить таверну. Этот замок фактически восстанавливался у меня на глазах. 30 лет назад я переехал сюда из Будапешта и устроился помощником каменщика. И так постепенно дошел до должности смотрителя. Принадлежит крепость государству и от него получает дотации, но во многом обеспечивает себя сама прибылью от туризма. Важнейшее место в любой крепости – это бар, ведь гости должны быть всегда в хорошем настроении. Поэтому в мои обязанности входит и утренняя дегустация пива. Шучу. Водки. Ну и напоследок проверить пекарню. Мы здесь сами выпекаем традиционные местные калачи. Работаем мы здесь всей семьей, с утра и до вечера, пока идут туристы. В день принимаем десятки, а то и сотни гостей. Я считаю, это и приятный, и полезный бизнес. Ведь мы делаем и жизнь туристов интереснее, и сохраняем наше наследие. Вы знаете, я была на Панамском канале. Там тоже та же самая история. Водичку перекрывает, кнопочку нажимает, и водичка перекрывается. Здесь венгерский канал. Надо, если воду перекрыть, приходишь и начинаешь вот это вот дело крутить. Ой, он так легко крутится, кстати. Я сейчас раз могу воду и перекрыть венгерскому каналу-то, а? Вот так, лучше меня не подпускать, куда не требуется. Ну, в общем, вы поняли. И вы, наверное, уже уверены, что весь бизнес и просто профессии людей здесь обязательно связаны с туризмом. Но не считая разве что воспитательницу из детсада. Я тоже уже начала было в это верить, но нет. Ближе к концу первого выпуска я наконец-таки встретила человека, профессия которого никак не связана с туристами. Я отвечаю за уровень воды в озере. Он должен соответствовать нормам, ради того, чтобы местным не доставлять проблем, ну и, конечно, чтобы туристам комфортно отдыхать было. Ясно, понятно. От туристов все равно никуда не убежишь. Вода в озере теплая, 20-25 градусов, и насыщенная микроэлементами, поэтому купаться в ней очень полезно. А значит, для туризма это очень важно. А если воду не перекроют, не поменяют, что будет? Ну, во-первых, вы должны понимать, что это озеро не Балатон. Это другое маленькое озеро рядом с большим. Отсюда вода впадает в сам Балатон. Но поток здесь такой сильный, что за 3 дня вода в озере полностью меняется. И если ее не перенаправлять и не регулировать, то она попросту затопит все вокруг. Какая прелесть. А вы сами тут плаваете? У вас хорошая кожа? Говорят, эта кожа просто божественная становится потом. Конечно. Здесь у воды целебные свойства. Она не только кожу улучшает, но и раны заживляет. Все ясно. А я вся в ранах. Вся в ранах. Мне надо срочно в эту воду.
Но прошу вас не спешить. Если тоже срочно захотите лезть в воду лечиться, то внимательно читайте все знаки и предупреждения. Глубина воды здесь от 2 метра до 38. У кого рост чуть поменьше, тот тому будет глубоко. Моему оператору будет нормально. Он у меня великан. Да. Но знаете, о чем я еще подумала? Если здесь такая особенная и целебная вода, значит и почва должна быть плодородной и особенной. Следовательно, и выращивать здесь можно что-то очень сочное, вкусное и интересное. Короче, со своими предположениями я не ошиблась. Местные действительно выращивают кое-что сочное и вкусное и делают из этого алкоголь. Ой. Каждый раз, когда я приезжаю в какую-либо страну, мне рассказывают, что у нас особый виноград, особая почва, особые условия, поэтому особое вино только у нас. Вот я приехала сюда, в винодельню, и слышу то же самое. Все очень особое. Сейчас мы это все и проверим. Это правда. Вино у нас особенное. Но справедливости ради скажу, что особенное и уникальное оно везде. Ведь в каждом регионе, да что там, на каждом склоне одного холма климатические условия отличаются. Поэтому и виноград разный. А значит, и вкус вина, который вы попробуете здесь, вы не встретите больше нигде. А знаете ли вы, что вулканическая почва и красное вино несовместимы? Да, теперь знаете? Поэтому здесь 95% белого вина изготавливают. Вот так. Белый виноград пускает корни в ширину, а красный в глубину. Поэтому красный тут практически не растет. Не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что это связано с особенностями почвы. Самая дешевая бутылка вина, конкретно здесь, стоит 1800 форинтов, а самая дорогая – 8500. Словом, вполне доступные цены, чтобы после долгого дня, состоящего из экскурсий и процедур, взять с собой бутылочку и пойти куда-нибудь на концерт местной звезды. На Балатон приезжает много звезд. Выступать, отдыхать. Кто зачем, но главная звезда Балатона всегда находится здесь. И это то-то. И не Кутунью, как мы подумали. Справедливости ради скажу, что местная звезда совсем не понимает, что она звезда. Это осознает только ее хозяин, точнее друг, точнее партнер. В общем, сейчас сами все поймете. То-то – это лебедь, которого знают не только все, кто живут возле озера, но и наверняка половина страны. Ведь его часто показывают по телеканалам, и у него тысячи подписчиков в интернете. Его с хозяином узнают на улицах. А удивлен он тем, что живет совсем не лебединой жизнью, а, так сказать, жизни других. То живет со мной. Ходит по магазинам, ездит на машине. Телевизор любит смотреть. Телевизор любит, а вы говорите, телевидение умирает? Умирает вон, даже умный лебедь смотрит телевизор, понимаете, а он далеко не дурак. Я так стою подальше, потому что мне сказали, что приближаться к этому мужчине, не к лебедю, к мужчине, очень-очень не рекомендуется, потому что у него есть защита. О, Господи. Он так рычит, как будто зверь какой-то страшный. Я могу так ближе подойти? Вот так. Так, расскажите мне, что происходит, что у вас за отношения? 5 лет назад одна моя знакомая нашла в Балатоне яйцо лебедя и принесла домой. Через пару дней оттуда вылупился то-то. И она его принесла мне, так как я знаю, как обращаться с птицами. И с тех пор он со мной и живет. И сейчас он думает, что мы пара. В смысле пары? То есть вы его пара? Не, ну вы для него не очень симпатичны, мне кажется. Для него какой-то был бы черный лебедь, а не вот этот мужчина в кепке. Вы для женщины хороши. Ну, как есть. Он же птица. Как ему это объяснить? Никак. Он думает, что мы вместе. Кстати, всегда меня защищает и может сильно ущипнуть неосторожных поклонников. Так, слушай, ну я так понимаю, что он прямо тут звезда Балатона, все его знают. И ни один человек не может его погладить никогда. Не может и не сможет. Лебеди – моногамные существа. И если выбирают партнера, то это на всю жизнь.
Так что он со мной будет жить, так сказать, пока смерть не разлучит нас. Кстати, по этому поводу хочу сказать, что есть у местных еще одна интересная черта. У них принято думать о смерти заранее и как о чем-то, что неизбежно ждет любого. Причем каждый человек, как правило, думает о себе сам. Место на кладбище тут покупают себе часто люди при жизни. Поэтому часто можно встретить могилу, на которой написано имя человека, год его рождения, а года смерти еще, слава богу, нет. Поэтому, но могила уже на месте. Если человек планирует, чтобы похоронили его тело, то место будет стоить 35 тысяч форинтов на 25 лет. Если же планируют кремацию и хоронить будут только урну, это 15 тысяч на 15 лет. Сама церемония похорон – это тоже дорого. Я бы сказала, что это сопоставимо с месячным бюджетом целой семьи, поэтому деньги принято откладывать заранее. Что мне действительно понравилось в местном характере, так это то, что каждый местный житель в первую очередь думает о завтрашнем дне. И каждый вечер, когда солнце закатывается с завода Балатона, а местные, зевая, провожают последних туристов в номера, они знают, что завтра опять будут отвечать на извечные вопросы отдыхающих. А что здесь интересного посмотреть? А где тут вкусно поесть? А почему комары такие злые? А можно ли погладить вашего лебедя? Но это их никак не пугает, ведь они прекрасно знают секрет, как продержаться туристический сезон. Не свихнуться и оставаться всегда в бодром расположении духа. И секрет этот в том, что теплые воды их родного озера исцеляют не только тело, но и держат на плаву нервную систему. Ну а если даже будет момент, когда с этим не справится Балатон, то всегда под рукой бутылочка недорогого, но отличного белого вина. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Смотрите в следующей серии. Я нарезаю нечто фиолетовое, разбираюсь с местной кулинарией, В общем, инструкция к применению должна прикладываться. вспоминаю анатомию Короче, сюда ноги, сюда руки. Главное, не перепутайте. и, наконец, нахожу компанию своего уровня. Кто вы? Я Карл XII.